90% людей, они не могут соблюдать 3 очень простых правила накопления денег, и из-за этого они постоянно живут от зарплаты до зарплаты, перехватываются, занимают, еще и кредиты берут. Смотрите это видео до конца, потому что из-за 3-го правила, о котором я расскажу, происходит именно то, что люди теряют все деньги, которые они накопили. Первое правило. Да ты не можешь тратить все деньги, которые ты заработал. Это невозможно. Ну, то есть люди, которые тратят все деньги, которые они заработали, получили, никогда не будут иметь денег. Почему? Ну, просто потому, что жизнь непредсказуема. Ты не можешь предсказать, что произойдет завтра, какие непредвиденные расходы тебе понадобятся и так далее. И вы наверняка видели много людей, которые спускают там ползарплаты в первый же день, как только они ее получили, а потом, когда проходит пару недель, они начинают ходить и просить у окружающих занять в долг и так далее. Мистер Бернс, мне нужны деньги в долг. Продолжай. Вы хороший человек, а у меня собака очень больна. Продолжай. Я и подумал, может... Что ж, спасибо, что выслушали меня. Если увидели таких ребят, ставьте лайк этому видео. Смотрите, к чему приводит такой подход. Очень просто. Человек, который тратит все деньги, которые он заработал, он неизбежно попадает в долги, потому что в какой-то момент ему нужно больше денег, он это не предусмотрел. А мы не можем всего предусмотреть, с чем мы сталкиваемся в жизни. Ему приходится брать какие-то кредиты, в результате он увязает в этом болоте, у него возникает стресс, и жизнь его вообще перестает радовать. Правило очень простое. Какую бы сумму ты ни получил, сколько бы денег ты ни зарабатывал, определенную часть этого дохода реши для себя сколько. Минимум 10%, лучше 20-30% просто отложи. Сделай вид, прими для себя решение, что для тебя этих денег просто нет. Ты их просто отложил, и все, и ты их не трогаешь. И ты обнаружишь, это невероятно, что ты сможешь жить на 90, 80, 70% тех денег, которые ты зарабатываешь, практически не ухудшая своего уровня жизни. Есть такая идея, что деньги, которые ты заработал, нужно обязательно потратить, избавиться от них, и тебе придет больше денег. Ну, заработал ты деньги, ну, пойди себе купи iPhone, сожги все, и в результате ты заработаешь больше. Это абсолютно сумасшедшая ложная идея, которая не подтверждается никак жизнью, потому что деньги приходят к тем, у кого есть деньги. Это так происходит. Деньги идут к деньгам. Второе правило. Когда ты получил деньги, ты получил заработную плату, ты заработал. Первое, что ты делаешь, ты планируешь свои расходы до следующей зарплаты, до получения следующего дохода, исходя из имеющихся у тебя прямо в этот момент денег в наличии. Тратить деньги я мастер, но жизнь в полной роскоши не научила меня ими управлять. Не исходя из того, что ты, возможно, получишь где-то там, возможно, тебе кто-то вернет, возможно, тебе дадут какой-то бонус, и ты исходишь из будущих доходов, планируя свои текущие расходы. Это сумасшедшая идея. Планировать нужно так, как планируют многие люди. Ты получил какую-то сумму, ты отложил какую-то часть, ты не будешь ее трогать, и вот всей оставшейся суммой ты сидишь и думаешь, как ты ей должен распорядиться, чтобы покрыть все свои расходы и дотянуть до следующего дохода. И когда ты планируешь, ты потом следуешь, естественно, этому плану. Если ты отложил на питание семьи определенную сумму, ты потом, соответственно, планируешь, растягиваешь так, чтобы вписаться в эту сумму. И тогда, когда к тебе придет следующий доход, ты сможешь сделать работу над ошибками, понять, что было неправильно, распланировать, и у тебя никогда не будет полного отсутствия денег на какую-то важную для себя статью. Если у тебя есть при этом ощущение, что ты будешь медленно развиваться, что ты не сможешь купить что-то, что очень важно для тебя, это говорит только об одном. Когда ты планировал, исходя из имеющихся денег, ты просто в этом плане не учел какие-то важные для тебя статьи расходов. Потому что если ты хочешь развиваться, это должно быть обязательной статьей расходов. Если ты хочешь на что-то потратить, что-то купить, получить какое-то удовольствие, это должно быть в твоем плане. В этом плане должны быть все расходы до копейки. И ты сам решаешь, что для тебя является более важным. Мы часто попадаем в такую ситуацию. Например, ты думаешь, хорошо, мне надо купить эту дорогостоящую штуку. Ну, предположим, что-то мега умное и важное, например, дорогостоящий курс. И у тебя прямо сейчас нет денег
на то, чтобы полностью оплатить весь этот курс, и ты будешь оплачивать его частями. И, естественно, возникает вопрос, ну почему мне его не купить? Ведь в следующем месяце я получу тоже деньги, я смогу тоже оплатить очередную часть и так далее. Ты должен понимать, что ты при этом подвергаешь себя довольно большому риску. Потому что расходы, они останутся с тобой. Обязательство платить за этот курс останется с тобой. Но можешь ли ты гарантировать, что твои доходы останутся на том же уровне и у тебя вообще будут доходы? Поэтому ты всегда подвергаешь себя риску. Такие планы могут быть, такое планирование может быть частью твоей жизни, но в этом случае предусмотри, чтобы вот эти обязательства, которые ты берешь, потом частичной оплатой от месяца к месяцу, они не составляли какую-то большую часть твоих расходов. Это должна быть какая-то маленькая часть твоих расходов, и если ты даже попадешь в неприятности, ты за счет других статей сможешь это компенсировать. Третье правило, наверное, самое важное правило, особенно для тех, у кого есть какие-то деньги. Это правило: не доверяй свои деньги мудакам. Ты заработал деньги своим трудом, своей экспертизой, своей настойчивостью. И, скорее всего, они достались тебе не очень легко. И ты получил эти деньги из той области, которая находится под твоим контролем. Это область, в которой ты компетентен. Ты дизайнер, ты делаешь какие-то работы, ты в этом компетентен. Ты нарабатывал экспертизу в этой области годами. И ты наработал клиентуру. Благодаря этому ты получаешь этот денежный поток. И вы знаете, что просто сводит меня с ума, когда я это вижу? Когда человек, таким образом зарабатывающий деньги, он берет их, как только у него появились некоторые сбережения, и он отдает эти деньги в ту область, которую он совершенно не понимает и абсолютно не контролирует. Понимаете? Он начинает покупать акции на фондовом рынке, хотя он ни черта в этом не понимает. Заткнись и бери деньги. Вкладывается в криптовалюты, хотя не имеет никакого представления о мире криптовалют, по каким законам он живет. Или просто идет и играет в казино. Но это вообще чисто то, что называется рулеткой. Повезло, не повезло. Это закон денег. Когда ты помещаешь деньги в ту область, которую ты понимаешь и которую ты контролируешь, у тебя очень высокая вероятность получить оттуда отдачу. Когда ты свои деньги помещаешь в область, которую ты не понимаешь и не контролируешь, ты, как правило, их теряешь. Я уверен, что такое было у кого-то из ваших знакомых. Если кто-то попадал в эту ловушку, напишите об этом в комменты, сколько и как они потеряли. Думаю, что это будет довольно интересно почитать. Поэтому правило такое: никогда не переноси деньги из той области, которую ты понимаешь и контролируешь, в ту область, которую ты не понимаешь и не контролируешь. Подробный пост о том, с какими проблемами сталкиваются владельцы бизнеса, если инвестируют деньги в ту область, в которой они разбираются, я уже опубликовал в своем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. В общем, если ты хочешь, чтобы твои сбережения приумножались, но не хочешь быть в этом профессионалом, но не хочешь в этом очень глубоко разбираться, ну что ж, мой совет: тогда найди каких-то хороших профессионалов в этой области, которым можно было бы доверять. Тогда у тебя есть шансы приумножить свои сбережения.